Всем салют, надвигается полуфинала КХЛ, а значит самое время записать видео предсказания на эти два замечательных матча. К тому же сегодня в субботу мы узнали всех полуфиналистов и обзор будет максимально полон. Мы расскажем о том, как команды смотрелись в полуфиналах, о том, как работают у клубов спецбригады, в какой форме вратари и, конечно, лидеры команд. И в заключении посмотрим на историю личных встреч и дадим свой комментарий о том, как будут складываться эти матчи. Всем приятного просмотра, не забудьте подписаться на этот канал на ютубе и в телеграме, ссылка в описании. Там мы ежедневно выкладываем контент на хоккейную тематику. А теперь мы начинаем. Первая пара — это Локомотив Трактор. Трактор просто на классе, на командном взаимодействии и на характере разобрался с московским Динамо. Правда, конечно, я был уверен, что серия будет минимум из 6 матчей, а то и больше, но слишком я переоценил Динамо, там по сути играет одно звено, когда у Трактора все 4. Локомотив же меня не перестает удивлять, вот их я точно недооценил. В обзоре пары 1/4 я сказал, что они вылетят от Авангарда 3-4, но Лока показал, как же я сильно ошибался. Капитальные красавчики. Серия вышла мега интересно, начиная от 0-7 и увольнения Кравица, а заканчивая сухой победой Лока в 7-м матче. Перейдем к травмам. Так сложилось, что в списке травмированных у клубов нет никого, за исключением уже давно травмированного Чибисова у Трактора, который еще в начале сезона получил повреждения. Так что с травмами ситуация как никогда благоприятная. Дальше работа спецбригад. Локомотив третья команда по игре в большинстве по результатам 2 раундов. У Лока почти 26% реализации лишнего. Лучше только Авангард и Динамо. Трактор значительно реже реализует большинство. Из 34 попыток у челябинцев 6 заброшенных шайб. Это 6-я позиция в плей-офф КХЛ. Тоже довольно неплохо. Чего не скажешь о меньшинстве. В этом показателе обе команды просто худшие во всем КХЛ. У Лока 7 пропущенных, у Трактора вообще 9. В среднем команды пропускают каждое 4-5 меньшинство. Теперь посмотрим, кто у команд играет на последнем рубеже. Исаев у Локомотива особо не подводит, пропускает он мало всего, 1,75 шайб за игру, но в основном это связано со стилем игры ярославцев, так как по отраженным броскам Исаев далеко не лучший. У него всего 92% отраженных бросков. Зак Фукали у Трактора самый опытный вратарь из оставшихся, и это точно может сыграть очень и очень большую роль. У Зака 93,5% отраженных бросков, и пропускает он, кстати, очень много в сравнении с конкурентами, но и Трактор позволяет слишком много бросков. У Зака в среднем 2,45 пропущенных шайб за матч. У Трактора список лидеров без каких-либо неожиданностей. От кого мы ждали отличной игры, они все там. Это точно Максим Шабанов с 10 очками, Антон Бурдасов и Д. Аргучинцев, у них по 8 баллов. Эти парни отлично смотрятся в плей-офф. Трактор сделал упор на баланс молодости и опыта, и все пока что идеально работает. Теперь посмотрим, что там у Локомотива. Невероятный перформанс выдает молодой отрывание Максим Березкин, у него сейчас уже 4+6. Также 10 очков у Артура Каюмова, чуть подотстали Никулин и Сергеев, у них по 8 баллов. Но для Лока с их не самым результативным хоккеем это очень круто. Личные встречи. Лока и Трактор в этом сезоне встречались дважды. Обе встречи остались за ярославцами. Какие итоги? Такое чувство, что серия будет максимально плотная, максимально закрытая. Ждем мы снова 7 матчей. Каждый будет заканчиваться с разницей в 1 шайбу. Думаю, увидим даже парочку овертаймов, но все же я буду за Трактор именно в своем прогнозе. Считаю, что они смогут победить за счет баланса опытных и молодых игроков, плюс у челябинцев есть интересные легионеры и более опытный вратарь. Как будто именно такие составы и выигрывают кубок. И наконец вторая пара — Металлург-Автомобилист. Чисто восточный полуфинал, обе команды доказали, что на данный момент Восток тупо сильнее. Что можно сказать про магнитогорцев? Они достаточно уверенно разделали Спартак и еще раз показали, насколько в играх на вылет важен качественный, уверенный в себе вратарь. Илья Набоков — одно из главных открытий лично для меня во всем плей-офф.
но о нем поговорим чуть позже. Автомобилист, честно, моя любимая команда всех четвертьфиналов. Я не ожидал, что они так легко смогут закрыть СКА. Я бы сказал, что они похоронили тренерскую карьеру Ротенберга, но сообщения об увольнении я пока не увидел. Ситуация в лазарете клубов тоже отличная, как и у первой пары. Травм из основной обоймы нет, поэтому мы вполне можем насладиться игрой всех лидеров. Посмотрим на спецбригады. Металлург одна из худших команд по игре в большинстве, у них всего 3 шайбы при 31 попытке, меньше 10% реализации. Автомобилист, можно сказать, в 2 раза чаще реализует лишнего, у них 7 шайб в 40 попытках. Я думаю, это очень и очень сильно может сказаться в полуфинале. Что там в меньшинстве? Магнитка занимает 5 место, они, на удивление, пропустили всего 3 шайбы, да и удаляются они совсем не часто. У автомобилиста на первый взгляд все похуже, у них 5 пропущенных, но, во-первых, они удалялись на 9 раз больше, плюс смогли забить 2 шайбы в меньшинстве. Вратари. У автомобилиста и по вратарям ситуация приятнее, как минимум в том плане, что их 2. Да, в основном играет Аликин, у которого просто бешеная стата, это 94,5% отраженных бросков и в среднем меньше 2 шайб за игру пропущенных. У Галкина чуть похуже стата, но классно, что он в любой момент может выйти подстраховать Евгения. А теперь поговорим про Илью Набокова. Какой же он перформанс выдает в плей-офф? Да, в регулярке он тоже был хорош, но чтоб настолько, чтоб так уверенно играл 20-летний парень, ну уже 21 ему, да? Мне кажется, многие могли предположить, что этот молодой вратарь может не потянуть плей-офф. Но давайте посмотрим на эту невероятную статистику. Почти 95% отраженных бросков и 1,75 шайбы в среднем пропущено за игру. Вау. Что там по лидерам? У автомобилиста лучший бомбардир Алексей Макеев, от которого, думаю, тоже мало кто ожидал такой игры. У него 8 очков. На втором месте тоже опытный игрок автомобилиста, это Анатолий Голышев. У него на 1 очко поменьше, их 7. У Металлурга вообще лучший бомбардир. Защитник это Робин Пресс, у него 8 очков. Чуть ниже идут Силантьев и Канцеров, у них по 7 баллов. Вы, наверное, подумали, а где же Юров, Гребенкин? А у них всего по 5 очков, возможно, они оставили все свои силы на более поздней стадии плей-офф. Отличные встречи. Металлург выиграл 3 последних встречи у Авто, а всего в этом сезоне они между собой играли 4 раза. Получается, у автомобилиста 1 победа, у Металлурга 3. Здесь мы также ждем мега равной игры, где все решит случай. И только за счет того, что автомобилист кажется более-менее удобным соперником для магнитогорцев, я поставлю на Металлург. Если, конечно, Илья Набоков будет все так же демонстрировать настолько уверенную игру. Вот таким получилось наш видеопрогноз. Как вам? Пишите свое мнение в комментариях, не забудьте подписаться на канал в Телеграме и на Ютубе, а также поставить лайк на это видео, это очень важно для продвижения и развития канала. Спасибо за просмотр и всем больше хоккея. Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну хотя осуждаю.